Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. С вами Миронова Виктория, и сегодня буду делать коррекцию, но сегодняшнее видео будет немного необычным. Ведь в этом ролике вы увидите не одну коррекцию, а две. Процедуру буду выполнять на одних и тех же ручках, но с разницей в 1 месяц. Поэтому вы сразу сможете наблюдать, как относилась первая коррекция и как я буду выполнять следующую. А чтобы вам было интереснее, я две коррекции буду выполнять разными материалами. Одну сделаю жидким гелем, а следующую полигелем. Так что вы сможете оценить, какая техника вам нравится больше и вид каких ногтей вам тоже нравится больше. Надеюсь, вам понравится такой формат. Если да, то буду делать таких видео побольше. Ну а если вы впервые зашли на мой канал и еще не подписаны на него, то подписывайтесь, потому что вы здесь найдете очень много интересной и полезной информации. Так как сегодняшнее видео о коррекциях, то показывать вам процесс маникюра не буду, потому что у меня там в принципе ничего не меняется. Изначально все отодвинула пушером, затем подчистила все фрезой пламя с острым носиком и срезала огрубевшую кожу. На этом и все. После маникюра быстро пилкой прохожусь по поверхности натурального ногтя, чтобы приподнять чешуйки. Затем обезжириваю ногтевую пластину, наношу праймер, жду, чтобы праймер подсох на воздухе 30 секунд и затем уже втирающими движениями наношу базу под гель. Когда база полностью высохла, приступаю к нанесению жидкого геля. Работать буду в 2 этапа. Последнее время работаю именно так. Вижу, что так материал носится намного лучше и архитектура ногтя красивее. Изначально тонким слоем нанесла гель на весь ноготь. Отправляю ручку в лампу, материал подсох, достаю руку и наношу второй слой. Изначально тоже промазываю гель по всему ногтю, а потом уже на кисть набираю небольшую каплю геля и делаю выравнивание. После того, как материал полностью заполимеризовался в лампе, можно вытирать липкий слой и приступать к опилу. Когда я делаю коррекцию вот таким способом, кто-то его называет без опила, то в принципе потом уже можно и не пилить поверхность. Но это не моя история, в принципе всегда найду изъяны и мне всегда хочется еще хоть немножечко, хоть тут, хоть там, но все-таки еще подпилить, где-то убрать боковушки, где-то подпилить сбоку. В общем, я всегда пилю, даже если работаю в такой технике. Конечно, такой опил занимает минимальное количество времени, потому что там в принципе и нечего пилить. После опила смахиваю всю пыль, затем тщательно проверяю кутикулу, возможно там появилась бахрома после работы с пилкой, срезаю, если она там появилась, и зашлифовываю кожу вокруг ногтя, после чего приступаю уже к дизайну. Дизайн для этих ногтей придумала клиентка, он максимально простой в исполнении, нужно было одну ручку перекрыть черным гель-лаком, а вторую ручку белым гель-лаком, а дальше расставить точечки, нарисовать пару звездочек и луну. Как вы видите, рисунок несложный, нарисовала я его очень быстро, все подсушила и, конечно, в конце перекрываю ногти топом, но обязательно с 2 сторон. Вот такой результат у нас получился, одна ручка черная, вторая белая и вот такой незамысловатый рисунок. Обычно на этом видео должно было бы уже и закончиться, но магия монтажа, и вы сразу можете увидеть эти ручки уже через месяц. Как видите, эти ногти относились хорошо, нет ни отслоек, все в порядке, все ногти на месте, так что спокойно могу снимать старый материал и приступать к новой коррекции. Итак, скорость моей работы сегодня поражает. Я не буду вам показывать тот момент, когда я снимаю материал, делаю опять маникюр, подготавливаю ногтевую пластину. Просто вы сейчас на экране видите нанесение дегидратора, бескислотного праймера и опять, как и в прошлом видео, в прошлом кусочке, я наношу на ногти базу. Это база для гель-лака. В прошлой коррекции я использовала жидкий гель. А сейчас буду использовать полигель. Работать буду быстро, сразу в один подход, можно и так сказать. Набираю на шпатель большой шарик материала, выкладываю его и уже кисточкой аккуратно распределяю материал по всему ногтю.
Кисточка у меня влажная, но не мокрая. Смачиваю я ее в самый обычный спирт. После смачивания в спирт я вытираю кисть об салфетку, чтобы она была почти сухая. Вот сейчас сижу и смотрю на экран и вижу, что в материале было 2 пузыря. На самом деле, когда я делала эти ногти, этих 2 пузырей не было видно, а видно только вот сейчас, когда я смотрю на ноготь через макросъемку. Вот почему я в некоторых моментах жидкий гель люблю больше, потому что вероятность того, что там будут вот такие пузыри, намного меньше. Но, конечно, в полигеле и акригеле есть свои плюсы, и поэтому я не работаю только одним материалом. Стараюсь, чтобы у меня всегда под рукой были разные материалы, потому что в некоторых случаях иногда лучше использовать жидкий гель, гель-желе, а в других, например, когда сильно клюющие ногти, очень удобно использовать именно акригель, потому что один шарик и ногти все ровненькие и уже красивые. Ну а когда ногти короткие и не нужно там ничего выравнивать, то, конечно, лучше взять жидкий гель и быстро сделать коррекцию. Сделав опил, приступаю к перекрытию ногтей гель-лаком. Моя девочка опять захотела повториться и сделать 2 ручки разные. Причем правую руку она опять захотела перекрыть в черный цвет. А на левой ручке она нашла один рисунок, который попросила изобразить у нее на ногтях. Кстати, для этого дизайна нужно было перекрыть ручку вот таким полупрозрачным серым гель-лаком. У меня такого нету, у меня больше такие плотные серые оттенки, но я вышла с положения. Я взяла молочный гель-лак полупрозрачный, к нему добавила небольшую каплю черного гель-лака, все тщательно перемешала и получился вот такой оттенок. На таких полупрозрачных тонах всегда очень хорошо рисовать, потому что рисунок выглядит как будто отдаленный от основы, потому что если взять плотную основу и на ней рисовать, получается тоже красиво, но вот такого 3D эффекта не получается. Технику, в которой я сейчас рисую, я так ласково называю каляка-маляка, только не смейтесь. Действительно это так, потому что здесь я вообще не думаю об оттенках, не думаю о смешивании, здесь просто нужно быстренько все рисовать. Как вы видели, например, листочки я нарисовала светло-зеленым и сразу же по мокрому туда добавляю темно-зеленый. На птичку я сразу же добавляю разные оттенки и вот такими полосочками получаются будто имитация перышков, и так во всем. Добавляю оттенки, подсушиваю, потом опять добавляю. В общем, там растушевок я никаких не делала. Не скажу, что это плохая техника, она имеет место быть, потому что в результате тоже получаются очень интересные рисунки. В конце перекрываю ногти топом и посмотрите, что у нас получилось. Пишите в комментариях, какие ногти вам понравились больше, первый либо второй дизайн, ну и напишите свое мнение, какой материал вам нравится в работе больше, жидкий гель либо акригель, либо вы, как и я, используете разные материалы в своей работе в зависимости от ситуации. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца, с вами была я, Миронова Виктория, до встречи в новом видео, всем пока-пока.